Фильмы о балете нередко рисуют нам трагические картины, но порой жизнь оказывается изобретательнее и намного страшнее. Сегодня, когда осень вступает в свои права, я предлагаю вам уютно устроиться под пледом и послушать несколько балетных историй в жанре True Crime. Почему по Петербургу ходили слухи о том, что Распутина убила балерина? С какими опасностями сталкивались молоденькие артистки во времена блестящих балов и изысканных манер? Как доверчивая учительница танцев стала первой жертвой европейского серийного убийцы? И была ли трагическая гибель юной звездочки наказанием за талант? Или, быть может, за неумение молчать? Меня зовут Наталья, вы на канале Неприма, где я простым языком и с большой любовью рассказываю интересные истории из мира танца. Под занавес 1848 года в Большом театре шумел веселый маскарад. Маски стирали титулы и разницу в положении, а значит, можно было на время забыть обо всем и отдаться празднику. Юная артистка императорских театров Авдотья Аршинина не обладала выдающимися данными и вряд ли имела перспективы выбраться из рядов кардебалета. Но сейчас ее это не волновало. На бал она пришла со спутником, самым что ни на есть настоящим князем, весьма обеспеченным человеком. Борис Черкасский подарил Авдотье серьги, золотой браслет и шубу с собольем воротником. Для старшей из 3 дочерей театрального скрипача богатства несметные. Отца подарки тоже впечатлили. Настолько, что он согласился отдать дочь в полное распоряжение князя за 10 тысяч рублей. Девочка, вероятно, не до конца осознавала свое положение и отправлялась на праздник в хорошем настроении, не догадываясь, через какой ужас ей предстоит пройти. Несколько дней спустя сторож обнаружил Авдотью у дверей больницы. Девушка, на которой не было живого места, почти обезумела. При осмотре врачи обнаружили повреждения, свидетельствовавшие о том, что девушку пытали и многократно жестоко насиловали. Ее отца арестовали, а через него вышли на Черкасского. Выяснилось, что в дом князя после бала пара приехала в компании еще 3 мужчин. Авдотье что-то подсыпали в стакан. А дальше, придя в себя, она пыталась бежать, но ее вернули обратно. Когда танцовщица перестала на что-либо реагировать, видимо, уже слегка протрезвевшие мужчины привезли ее к отцу. Тот вместе с личным врачом князя пытался привести ее в чувство, но тщетно. Тогда девушку выбросили из экипажа на ступени больницы. Авдотья в мучениях умирала почти 2 недели и в бреду все время кричала: «За что? За что?». По версии Черкасского, он приехал домой, где у них с Авдотьей произошла близость по взаимному согласию. Потом уснул и ничего не слышал и не видел. Как человек благородный, он платил вовсе не за это, а исключительно из жалости к бедственному положению семьи. А травмы, ясное дело, сама виновата. Там все не в порядке из-за плохой гигиены, а еще она, наверное, слишком часто ездила верхом. Да и вообще балет, танцы в этом смысле травмируют женщин, вы же понимаете. Видимо, все понимали, иначе как объяснить то, что Черкасского отпустили? Сведений о судьбе других мужчин нет. Известно лишь то, что отец Авдотьи на 2 года отправился в Сибирь. Достаточно ли это суровое наказание за муки и отнятую жизнь его дочери? Эту историю в своей книге Bolshoi Confidential рассказывает английский журналист Саймон Моррисон, ссылаясь на Российский государственный исторический архив. Вероятно, там он нашел какие-то полицейские отчеты. Но все-таки есть тут кое-что, что меня сильно смущает. Истязателями Авдотьи, помимо князя, были коллежский асессор, учитель и купец или торговец. Кажется, для 40-х годов XIX века компания достаточно разношерстная. Зачем состоятельному дворянину ночью звать всех этих людей к себе? Тем более, если он планировал уединиться с девушкой. Если за Авдотьей он поначалу ухаживал, почему так легко вдруг решил поделиться ею с людьми, которые к тому же значительно уступали ему по статусу? Может, они, конечно, действительно упились в хлам, но вообще какая-то историческая несостыковка. В другой главе Моррисон делится еще одной страшилкой, и я, признаюсь честно, до последнего была уверена, что это фейк.
Отсылка на американские газеты 28 года оказалась какой-то неправдоподобной, да и в целом такое шокирующее происшествие как будто бы должно было войти в театральный фольклор и стать широко известным. А лично я никогда о нем не слышала. Просмотрела «Комсомольскую правду» за апрель 1928 года и, к своему удивлению, нашла заметку об этой истории. Давайте зачитаю. «Откройте занавес. Требуем отчета комиссии перед общественностью. Снова 2 самоубийства в Большом театре. 2 практикантки-художницы бросились с 4-этажной высоты колосников сцены. Душная, спёртая атмосфера Большого театра не дает, очевидно, возможности развиваться и работать молодым художественным силам. Эти 2 жертвы, вместе с тем, что мы уже знаем из быта и работы Большого театра, требуют немедленных, решительных революционных действий. Нужно выбросить за двери Советского театра тех, кто создает атмосферу чернейшей реакционности, хамского отношения к молодым силам. Внутренняя жизнь Большого театра не может дальше скрываться от советской общественности за тяжелым занавесом». Подробности происшествия описываются так. Аксенова и Королева, покончившие самоубийством, фактически не состояли на службе в Большом театре, а бывали там в течение 3 лет в качестве художниц-практикантов и работали по рекомендации художников Курилка и Федоровского. Несколько раз от них отбирали пропуски, выданные для пребывания за кулисами, мотивируя тем, что их работа непродуктивна. Аксенова и Королева видели в своей работе в Большом театре единственный путь к усовершенствованию. До этого они занимались частной студией художника Леблан. Причины столь трагической смерти может выяснить только следствие, которое ведется в самом срочном порядке и закончится, по всей вероятности, в течение 2-3 дней. В связи с самоубийством художниц в Большом театре арестованы 2 работника художественной части. Моррисон, коверкая фамилию Агнесы Королевой и называя ее Корелевой, добавляет больше деталей. По его сведениям, девушки спрыгнули с колосников сцены прямо во время спектакля «Красный маг», связавшись шелковым шарфом. Якобы от несчастной любви к одному мужчине, предположительно театральному художнику. Одна сразу же погибает на месте от полученных травм, вторая какое-то время находится в агонии. Все это на глазах у зрителей, артистов и рабочих сцены. Студеной зимой 1916 года рабочий, проходивший по Петровскому мосту, заметил на льду пятна крови. Прибывшие полицейские извлекли из проруби связанное веревками и цепью тело. В опознании для установления личности не было никакой необходимости. Все, абсолютно все, сразу поняли, кем был убитый. Сомнений в том, что Григорий Распутин, которого одни люто ненавидели, а другие боготворили, не случайно провалился под лед, конечно же, быть не могло. Но что произошло и кого искать? Балерина знала, ее не выдадут. Верила она и в то, что любимый человек защитит ее от любых возможных обвинений. К тому же у нее было алиби. Ночь убийства Вера Карали, недавно приехавшая из Москвы, провела в гостинице. Это может подтвердить да кто угодно, даже шпионы из охранки, установившие за балериной наблюдение, своими глазами видели, что в тот день Вера никуда не выходила. Великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая II, выполнил обещание. Хотя слухи о том, что танцовщица Императорского театра и популярнейшая актриса немого кино Вера Карали причастна к преступлению, наводнили город, серьезных санкций не последовало. Дмитрий, а он точно в злополучную ночь был в Юсуповском дворце, тоже легко отделался. Его сослали в Персию, что в дальнейшем спасло члену императорской фамилии жизнь. Когда уже после революции они встретились в Европе, стало ясно. Былые чувства остались в той далекой прошлой жизни, превратившейся в мираж. А ведь сначала казалось, что это навсегда. Встретившись на обеде у общей подруги Нины Нестеровской, статный красавица-аристократ и девушка с экзотической для тех северных широт внешностью сразу понравились друг другу. Уже в ранней юности темноволосая девочка с мягкими чертами и выразительными глазами разбивала сердца. В первый же после выпуска из московского училища сезон юная танцовщица дебютировала в партии Одетты Адилии, которую готовила вместе со своим школьным педагогом Александром Горским. Неплохое начало, особенно учитывая то, что, по мнению критиков, девушка хоть и была миловидна и грациозна, но не могла похвастаться идеальными данными и сильной техникой.
При этом все отмечали ее потрясающую одухотворенность, харизму, силу артистического дара и красоту. Достаточно ли этого для ведущей балерины императорского театра? Влюбленный Горский, который, поговаривают, даже делал предложение своей ученице, полагал, что да. Для Веры он переделывал партии классического репертуара, облегчая технику и давая простор для актерской игры. Но, наверное, не случайно при перечислении легендарных балерин начала XX века следом за Анной Павловой, Тамарой Корсавиной и Ольгой Списивцевой не идет имя Веры Коралли. Как и все названные балерины, Вера сотрудничала с Дягилевым. В 1909 году она выходила в партии Армиды в спектаклях русских сезонов. Правда, буквально через несколько дней вернулась обратно в Петербург. Дягилев и Фокин ожидаемо предпочли Вере Анну Павлову. Забавный момент связан с коронным номером Павловой «Умирающий лебедь». Эту миниатюру танцевали обе – Павлова и Коралли. И для второй эта партия, не требующая технической виртуозности, но строящаяся на красоте линий и глубине образа, тоже стала визитной карточкой. Журналист петербургского листка, подписывавшийся как Рин, вероятно, Кудрин, даже писал, что Анна Павлова просто миловидная чайка на фоне Коралли. Через 10 лет Коралли снова встретилась с Дягилевым и станцевала с артистами русских сезонов. Позже балерина перебралась в литовский Каунас и много сделала для местной балетной школы. В 30-х годах Вера преподавала в Бухаресте, в Румынии. Отдельная глава ее жизни была связана с кино. Дебют состоялся в 1914 году в фильме «Ты помнишь ли?». Всего она сыграла в 20 фильмах. По нынешним меркам кажется не так уж и много, но на заре кинематографа этого было более чем достаточно, чтобы превратиться в суперзвезду. Любопытно, что вообще артистам императорских театров сниматься в кино категорически запрещалось. Но мы помним про покровительство великого князя. Давайте вернемся к их общей тайне. Дмитрий, как и остальные заговорщики, искренне любил царя и хотел спасти монарха от пагубного влияния Распутина даже против его воли. Великий князь якобы попросил Веру написать письмо от имени тайной поклонницы и пригласить Падкова на женщин Распутина на свидание. Вера вспоминала, что писала это письмо в перчатках измененным почерком. Интересно, что в мемуарах Феликса Юсупова и Владимира Пуришкевича речь идет вовсе не о Коралле, а о молодой графине П., бывавшей у Юсуповых, или жене князя Ирине, славившейся редкой красотой. Ни той, ни другой в доме, естественно, не было. Но откуда же такие расхождения? Либо Юсупов и Пуришкевич решили отвести любые подозрения от великого князя Дмитрия, все-таки он был близким родственником императора, и остались верны обещанию умолчать об участии Веры, либо она сама немного слукавила в своих воспоминаниях, правда, не очень понятно зачем. Когда произошла следующая история, в Петербурге, называвшемся теперь Петроградом, стояла приятная июньская погода. Несмотря на все потрясения последних лет, в 1924 году город по-прежнему жил насыщенной театральной жизнью. На балетном небосклоне продолжали загораться яркие звезды. Георгий Баланчевадзе, будущая легенда мирового балета Джордж Баланчин, уже начинал свои творческие поиски. И вокруг него собралась группа молодых талантливых артистов, готовых к экспериментам. Частью этой компании была одноклассница Баланчевадзе Лидия Иванова. Прелестная, нежная девочка, покорявшая всех своим полудетским обаянием и невероятным, как сказала историк балета Любовь Блок, гениальным прыжком. За те 3 года, что Лидочка успела потанцевать в театре, они написали много доброжелательных и теплых слов. В отличие от предыдущих героинь, талант Лидии был несомненным и по-настоящему уникальным. Пока она не станцевала балеринских партий, но уже много выходила в соло. В ее репертуаре было 28 ролей. Девушки прочили великое будущее и славу одной из лучших танцовщиц поколения. Никто и подумать не мог, как печально и таинственно прервется эта едва начавшаяся жизнь. Деятельный Георгий Баланчевадзе с группой единомышленников собирался отправиться на летние гастроли в Европу. В то время получить визу было уже не так просто, потому что множество артистов, выезжая за рубеж, предпочитали не возвращаться.
Но Баланчевадзе и компании повезло, визы им выдали. Осталось танцевать несколько концертов в Петрограде и вот долгожданное путешествие. 16 июня танцовщики не дождались Лидочку на таком концерте. Из Измайловского сада они отправились на поиски девушки и узнали новость, в которую просто невозможно было поверить. Перед концертом Лида решила проветриться и в компании 4 знакомых мужчин отправилась на водную прогулку. Они хотели попасть в Финский залив, но ближайший выход в Неву перегородила баржа. Компания решила плыть обходным путем, и вдруг мотор забарахлил, а потом и вовсе заглох. Все так увлеклись его охлаждением, что не заметили, как лодку отнесло в фарватер морского канала, где курсировали до Кронштадта и обратно большие суда, пароходы. Один из этих пароходов, «Чайка», издалека начал подавать предупредительные сигналы, которые остались незамеченными. Внезапно, как вспоминал капитан, мотор запустился, и лодка на полном ходу помчалась прямо под нос парохода. Она сразу же развалилась пополам, а пассажиры оказались в воде. 3 мужчин спасли, а организатор поездки и Лидия Иванова пропали. Водолазы несколько раз прочесывали дно, но тел так и не нашли, что объяснили непредсказуемостью течения. Пока выглядит однозначно как несчастный случай, но в эту версию почти никто не верил. Уж больно много странных совпадений. Стоял июнь, было тепло, вода совсем не была ледяной, и в принципе в ней можно было продержаться какое-то время. Если уже погибшим не повезло и их затянуло под винт, должны были остаться хоть какие-то следы, но не нашли ничего. Ни одной ниточки, ни одной капельки, никаких зацепок. Инженеры-балерина просто испарились. Критик Аким Волынский и поэт Михаил Кузьмин открыто обвиняли в устранении конкурентки балерину Ольгу Списивцеву. О печальной судьбе Ольги я подробно рассказывала в недавнем видео «Балет и безумие». Обязательно посмотрите. Так вот, Волынский, в свое время увлекавшийся Списивцевой, в рецензиях пытался буквально столкнуть 2 танцовщиц лбами. В прошлом году в замечательном танце «Рабыни в корсаре» Иванова заставила балерину Ольгу Списивцеву пережить несколько жутких и, может быть, даже тягостных минут огнем и блеском своего чудодейственного полета. А в некрологе Лидии, многозначительно названном Адриена Лекуврер в честь французской актрисы, отравленной соперницей, он писал: «Я готов верить, что мотор на фатальной лодке действительно испортился. Но я бы не удивился, если бы при ином составе пассажиров и при других обстоятельствах катастрофа не была бы случайной». Кузьмин же назвал Лиду умученной Жизелью и посвятил ей такие строки: «Уносится тайком чужой портфель, подносится отравленная роза, и пузырьками булькает со дна возмездие тяжелым водолазом. Следят за тактом мертвые глаза, и сумочку волною не качает. Уйди, уйди, не проливалась кровь, а та безумица давно далеко». Поразительно, что в сборнике середины 20-х годов он фактически предсказал безумие Списивцевой. Как мы помним из прошлого видео, дебют шизофрении произошел у Ольги на австралийских гастролях в 1934 году. Вот и не верь, что поэты пророки. Отец Лидии тоже обвинял Списивцеву и ее любовника, чекиста Бориса Каплуна. Но если отстраниться от эмоций и посмотреть на факты, получается как-то неубедительно. Ольге на момент трагедии 29 лет. Она прима, танцующая, ведущая партии, звезда международного уровня. Чего ей так панически бояться 20-летнюю Лидочку, которая к тому же выходила только в корифейских партиях? Да и вообще Ольга по характеру была человеком тихим, вряд ли способным на убийство. Да и мотивы странные. Баланчин, Александра Данилова и другие артисты-иммигранты склонны винить в смерти Лиды ГПУ – Государственное политическое управление. Дело в том, что, несмотря на многократные предупреждения старших друзей, юная балерина общалась с высокопоставленными чиновниками и ходила на вечеринки партийной верхушки. Близкие были уверены, что накануне отъезда Лида случайно узнала какие-то важные секретные сведения, и ее решили убрать, инсценировав это столкновение лодок. Видимо, озорная девушка-болтушка не умела хранить тайны. Доказывая эту версию, говорят об отсутствии следов и о том, что тело не было найдено, хотя проводились масштабные поиски. Кто-то даже утверждал, что на следующий день спасенных попутчиков Лиды видели в ресторане. Группа веселилась, будто что-то отмечала.
С другой стороны, если всему этому верить, способ устранения был выбран не самый надежный. Не проще ли было девушку отравить или похитить и увезти в неизвестном направлении? Зачем понадобился целый спектакль на глазах у многочисленной публики? Как бы то ни было, Лида пропала. Она не успела поразить мир своим невероятным прыжком, не станцевала главных партий, которые точно пришли бы к такой одаренной артистке в течение пары-тройки лет. От нее остались лишь теплые воспоминания друзей и современников, восторженные отзывы критиков, портреты авторства Зинаиды Серебряковой, отрывок из фильма «Дворец и крепость» и сумочка, покачивающаяся на волнах. Заключительная история переносит нас во Францию. Июль 1937 года. 24-летняя американка Джин де Ковен только-только приехала в Париж. Профессиональная танцовщица преподавала классический танец в студиях Нью-Джерси и решила устроить себе европейские каникулы. Вместе с тетей Идой Сакхайм она успела побывать в Лувре, сходила на всемирную выставку, много гуляла и собиралась на спектакль в Гранд-Опера. Накануне в лобби отеля женщины познакомились с очаровательным молодым человеком, предложившим им свою помощь в качестве переводчика. Он был хорошо одет, вежлив и очень обаятелен. Давая показания, тетя Ида сказала, что у него была самая любезная улыбка из всех, когда-либо виденных ею. Джин молодой человек тоже понравился, очень понравился. В письме домой в тот вечер она рассказывала, что встретила харизматичного немца по имени Зигфрид, и что на следующий день они вместе собрались на экскурсию в Фонтебло. Обратите внимание на имя, мы еще вернемся к этой детали. Утром Джин взяла фотоаппарат и в отличном расположении духа отправилась на запланированную прогулку, пообещав вернуться к вечернему спектаклю. Тетя с племянницей должны были слушать оперу Поля Дюка «Ариана и синяя борода». Тоже такое специфическое совпадение. Однако на спектакль Джин не пришла. И ночевать в отель тоже не вернулась. Тетя сразу забила тревогу, но французские полицейские лишь над ней посмеялись. Эти американцы и англичане, плохо знающие язык, постоянно уходят в веселый парижский загул, теряются, а через несколько дней являются пристыженные к семье. Девушка взрослая, наверняка у нее просто завязалась интрижка с новым знакомым. На следующий день Ида Сакхайм внезапно получила телеграмму, в которой Джин уверяла, что у нее все прекрасно. Потом пришло письмо с требованием выкупа. Полицейские зашевелились лишь тогда, когда по всему Парижу начали обналичивать дорожные чеки Джин с разными явно поддельными подписями. Их обналичивали в Герлен, магазине кожаных изделий Лансель, на парижской выставке, в банках. И каждый раз чеки предъявляли разные люди. Как только информация появилась в прессе, финансовая активность сошла на нет. Преступники затаились. Отец Джин объявил вознаграждение в 10 тысяч франков, но, увы, это не принесло результатов. Семью постоянно беспокоили люди, утверждавшие, что видели девушку в разных французских городах, в разных обстоятельствах, которые никак не соответствовали характеру и воспитанию Джин. Родственники начинали понимать, что Джин, скорее всего, уже давно нет в живых. Семья ни с чем вернулась в США. Тем временем во Франции в течение нескольких месяцев пропали еще 4 мужчин и 1 женщина. Распутывая это дело, полиция, наконец, вышла на Эжена Эйдмана. Вейдман родился во Франкфурте и рано связался с плохой компанией. Семья отправила непутевого сына в Канаду начинать все с чистого листа. Но, увы, юноша там снова вошел в состав банды и попал в тюрьму по обвинению в грабеже. Через год его депортировали в Германию, где он после освобождения снова пошел по проторенной дорожке. Поразительно, что при всех преступных наклонностях Джин был умным и во многих отношениях одаренным человеком. Немало времени он проводил в тюремной библиотеке, выучил несколько языков, интересовался оперой. Особенно ему нравился Вагнер. Отсюда и псевдоним Зигфрид. Это герой скандинавской мифологии и оперной тетралогии Вагнера «Кольцо Нибелунгов». А еще Эжен Вейдман умел нравиться людям. О нем положительно отзывались все тюремщики. Жертвы легко попадали под его обаяние и до последнего ничего не подозревали. В Париже Вейдман со своими подельниками вел охоту на состоятельных американцев и англичан. Безупречно говоривший по-английски Вейдман завязывал с ними знакомства и заманивал в пригород.
Там он душил жертву или стрелял в нее со спины, забирая затем деньги и ценности. То же произошло и с Джин. Вейдман погулял с ней по живописным местам, попозировал для фотографий. Позднее его снимки найдут в камере девушки. Угостил Джин стаканом молока. О дальнейшем он вспоминал с сожалением. Из всех совершенных преступлений только в этом Вейдман раскаивался. Он говорил: «Она была так мила и ни о чем не догадывалась». Впрочем, сожаление недолго владело убийцей. Тело он спрятал под крыльцом собственного дома и отправился к соседу слушать по радио Вагнера. Джин нашли лишь 5 месяцев спустя при задержании Вейдмана. Вейдмана приговорили к смертной казни. Он стал последним в истории страны преступником, окончившим жизнь на гильотине. Вряд ли его кончина принесла какое-то облегчение семье Джин. Бедная наивная девушка, дружелюбная, открытая, общительная, верящая в судьбоносные романтические встречи и таинственных принцев, все-таки вернулась в США, уже посмертно. После скромной поминальной службы ее похоронили в Нью-Йорке. Такие вот непридуманные истории. Спасибо за то, что провели это время со мной. И до новых встреч!